Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно не зазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Здравствуйте! Мы переходим, конечно же, к влогам семьи Колесниковых. Никита на заправке. И не просто так на заправке, а он прям заправщик. Вот вы знаете, мне просто интересно, почему Леша доверил заправлять машину ребенку, где настоящий заправщик? И, в принципе, могут ли дети это делать по закону? Просто интересно. Все-таки это опасно, ну, на мой взгляд. Хотя, не знаю. Я, например, сама заправляю машину, но я взрослый человек, да. Я сама приезжаю на заправку, сама заправляю машину. И у нас тут, в принципе, заправщиков нет, как таковых. Поэтому люди сами, автомобилисты, сами заправляют машину. Почему Никита сам заправляет, я не знаю. Насколько я знаю, в России есть заправщики. Да, говорит Алексей по дороге домой, когда они едут. В этот раз мы на горку не попали. В этом году, говорит Леша. Это как? Что значит не попали? Горка у вас платная? Или вам надо прям много времени, чтобы на горке покататься? Ну да, вы один вечер потратите на совместное проведение с семьей времени. Да, почему нет? Разве это плохо? Однажды съездить на ту горку. Оно же бесплатно. Даже если где-то и платное какое-то мероприятие детское. В конце концов, один раз в год. Я не говорю о том, что один раз на каждых каникулах ездить с детьми куда-то, чтобы их как-то развлечь. Чтобы они видели мир не только из-за забора Субботинского дворца. Но нет, конечно, этого не будет никогда. Только потом уже, когда уже не сезон какого-либо мероприятия, можно так, сокрушаясь, говорить, вот, в этом году мы не были на горке, не попали мы на горку. Или там в этом году мы не купались где-нибудь в море, мы не ездили на море. Это все хорошо говорить про море, хорошо говорить зимой, правда? А про горку хорошо говорить летом. Самое то. Кстати, о купаниях в каких-то водоемах. Как пруд называется? Спрашивает Алексей Никиту, когда они проезжают мимо какого-то пруда. Никита, конечно же, не знает. На этом пруду они купались, по-моему, как только приехали в Подмосковье. И откуда знать название, я, честное слово, не знаю. Я не уверена, что Леша знает название этого пруда, но, тем не менее, почему-то Никита должен это знать. По крайней мере, по мнению Леши. Ну, а далее мы переносимся на кухню дворца, на дворцовую кухню, и видим там, что Светлана кашеварит. Она кашеварит, грибы, говорит, нарезает Светлана кусочками. И кладет эти грибы, шампиньоны, она кладет их прямо в то масло, которое уже было на сковороде, то есть прогорклое старое масло. А потом хотят, чтобы у детей не болели желудки. Такого не бывает. Почему каждый раз Света жарит что-то новое на старом масле, я не понимаю. Далее Света надела перчатки, и в этих перчатках она чистит морковь. Чистит морковь, но в то же самое время она говорит, что она ее натирает. И вы знаете, мне тоже сначала показалось, что она ее когда-то уже там почистила, и чистую эту вот морковь уже взяла в руки, и руки у нее в перчатках, напомню, стала она ее как-то вот такими вот странными движениями натирать. Вот как будто бы картофель и чистка, вообще чистка как будто бы, да, вот натирает. Думаю, ну интересно, какая-то у нее такая терочка, не терочка. А потом выяснилось, что нет. Все-таки она чистила эту морковь в перчатках. То есть она брала чистыми перчатками грязную морковь, она ее чистила. Правильно? Потом она взяла специальное устройство для того, чтобы натереть морковь такими длинными полосочками, как для моркови по-корейски. И получается, что она одними и теми же перчатками трогала и превратить большие, приговаривает Света, размешивая что-то на сковороде. И говорит, это будет для блинов фарш, мясо. Вот как понять эту женщину в очередной раз, задаюсь я одним и тем же вопросом, на который я не имею никакого ответа. Я так думаю, что Света сама себя периодически не понимает. Дальше Света решила побыть немного гидромедцентром. Говорит, на улице классная погода, реально уже жарко, но не совсем. Морозец как бы есть, удивительно, что не морозец, обычно Света говорит морозец. Морозец как бы есть, но небольшой. Прохладно, но не совсем, но классно. Ну, как бы выходишь, просто куртку одела и все. Вот так. И понимаю ее, как знаешь. Я так думаю, что Света ориентируется на прогноз погоды, когда говорят местами дождь, местами снег. Так и у Светы. Местами жарко, местами все-таки куртку надо надеть. И если, руководствуясь этим прогнозом Светы, надо как-то одеваться, то я думаю, человек на себя наденет, на одно плечо куртку накинет, а так, в принципе, можно и в купальнике ходить, да, ну или там в плавочках.
Также надо на ноги обязательно надеть, на одну ногу надо надеть сапог, причем такой серьезный, потому как морозец как бы есть, а другую ногу можно просто во вьетнамке так сунуть и так и пойти. То есть половина человека собирается на пляж, ну а половина, вторая половина как-то вот еще побаивается выйти в таком вот раздетом виде на улицу. Ей еще холодно, поэтому она себе наденет курточку и какие-то сапожки потеплее. Ну, так вот, следуя тому, что сказала Света, надо одеваться. Вот, говорит Света, вот так у нее получается все. Грибочком она добавила перец болгарский, кабачок, чесночок, ну куда без него. Синенькие помидоры и зелень. Фарш, еще соль, перец, ну и опять же чеснок. Я так думаю, что там будет чесночный фарш, все будет у нее чесночное. Всегда чеснока побольше. Я представляю себе, какие ароматы витают на кухне. Терка, говорит Света, у нее одна поломалась, но есть еще одна для корейской морковки. И трет она это дело и говорит, немножко наклоном морковь делает Света. Вот, немножко наклоном морковь делать надо. На столе все так же стоит открытая бутыль с соком. То ли виноградным, то ли яблочным, непонятно каким. Все еще там не убавилось количество этой жижи, то есть никто это дело не пьет. Я удивляюсь, почему там нет еще мушек дрозофил. Уже пора давно им там появиться. Тарелка с блинами, чашки какие-то, из которых кто-то пил то ли чай, то ли что пил, не убрал за собой. Ну и Свет, естественно, со своей теркой, со своими мисками, со своими морковками, в общем, по центру этого стола. Столы вообще не убираются, насколько я понимаю. Света обратила внимание по совету комментаторов, что Настя неправильно букву «и» пишет. И с этим вопросом она подходит к Насте и говорит, ну покажи, как ты пишешь. Ну, Настя ей показала. И получилось, что вот она пишет ее в зеркальном отображении, что ли, да, наоборот. И Света решила проявить чудеса и говорит, вот, как буква «Н» английская. Думаю, боже, 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 ты занялась изучением языков, Света? Почему не немецкая? В твои годы вроде как немецкий язык учили в школах повально, а не знаю, что учили в твоей школе. И учили ли вообще в принципе какой-либо язык в твоей школе? Или ты насмотрелась Бровченко, те вот тоже ударились в английский язык, решили изучать, на курс английского языка записались. Может быть, ты тоже? Хотя нет, там, по-моему, одна Таня без Бори, если я не ошибаюсь. Удивительно. Света меня просто поразила. Но Настя говорит, ничего страшного, главное, что ее учительница понимает. Дальше Настя говорит, что ей надо в 3 столбика выписать словосочетание из книги. Мужской род, женский род и средний род. И Света потом начала нести какую-то белиберду. Говорит, если не в 3 столбика, а каждый, если будешь просто. Выпиши один, потом другой и третий. Но Настя говорит, я не понимаю. Ну да, трудно понять. Потом Света поняла, что что-то не то сказала. И говорит, ну я ошиблась. Говорит, 2 строчки надо записать слова. Причем тут 2 строчки к 3 столбикам. Ничего не понимаю я. Я так думаю, что Света хотела ей посоветовать, чтобы она сначала выписала все словосочетания, которые относятся к женскому роду, потом пропустила бы 1 строчку, потом все словосочетания, которые относятся к мужскому роду, потом снова пропустила бы 1 строчку, и потом следующим как бы абзацем она уже завершила всеми словосочетаниями, которые относятся к среднему роду. Я так себе мыслю, может быть, это Света имела в виду. Но Настя ее не поняла, да ее никто не понял бы, в принципе. Просто я уже Свету давненько смотрю, да и то не я ее тоже не всегда понимаю. Стараюсь переводить со Светина на русский, но не всегда это у меня получается правильно. Что получила ты, Настя, спрашивает Света дочь. А Настя говорит, ей не поставили оценку за то, что она хорошо по-русскому работала. Представляете? Не поставили за то, что она хорошо работала по-русскому. Историю проверяли? Спрашивает Света у Насти. Настя говорит, это же география была. Помните, когда она накуролесила с Северной Америкой и Африкой? И Настя говорит, ничего страшного, мам, что ты вот перепутала. Она, Настя имеет в виду учительницу, она. Ну правильно, все по образу и подобию. Как дети слышат, что родители детей называют они, точно так же поступают дети по отношению к другим людям. Не учительница, а она. Значит, учительница забыла, что у нас вместо географии история. И достала другую книгу, говорит Настя. Нет, вы представляете, оказывается, если я правильно поняла Настю, или у них один учитель на 2 предмета на историю и географию, такое бывает иногда, но крайне редко. К примеру, один учитель может вести и биологию, и химию, или и физику, и алгебру, математику, да? Но чтобы география и история, не знаю, все-таки это, мне кажется, разные все-таки предметы. Ничего нет общего, да, они не смежные.
Или просто у них один учитель, одна учительница по типу начальной школы. Все-таки Настя учится в коррекционке. Все может быть. Возможно, один учитель у них все предметы ведет. Прямо как в начальной общеобразовательной школе. Хотя Настя уже учится в среднем звене, то ли в 6, то ли в 7 классе.